Привет, Влад. Привет остальным. Сейчас начинаем. Так. Ну все, поехали, да? Все везде началось. Угу. На ютубе что-то как-то тормозит. Ну ладно, подхватим, думаю. Так, но сегодня нам нужно на Forge Networking сделать что-то интересное, да? Ну, давайте для начала попробуем просто тупо сбилдить и посмотрим, как это вообще работает. Так, сервер браузер, понятно. Нам надо сцены. Так, сервер браузер, мультиплеер, лобби. Мультиплеер меню — это вход. Лобби. Ну, давайте начнем с лобби, да? Наверное, так. Open сцен, лобби. И потом добавляем еще вот это, да? Мультиплеер. Ника, сервер браузер тоже нам надо сцену добавить, да? Которая... Ну, то есть сбилдить нам как надо? Добавить все три сцены, то есть лобби, мультиплеер и сервер браузер. Я так понимаю. По идее, сервер браузер тебе туда и не нужен. Почему? Ну, потому что он должен выводить просто список серверов. Ну да, должен выводить, но он же как-то должен присутствовать, как бы. Вот добавь разницу. Давай вот так. Мультиплеер меню, наверное, так. Привет, Венф. Так, ну давайте попробуем Windows, там все дела, да? Projects. Тест пусть будет, да?
Так, ну и что это у нас тут? Тест S. Ну давай, play. Ну, допустим... Change team там какой-то. Так, чат тут. Ага, чат у нас не работает, значит. Ну, допустим, start game. Так. То есть после того, как мы нажимаем Start Game, он нам показывает сервера. Так. Это у тебя показывал сервера, тебе нужно сервера запустить для начала. Да вот я тоже как бы про это, но что-то я не вижу. Как сервер. MultiPlayer. Естественно, ты его не видишь. Так, MultiPlayer. Так, ну. А, хост мне сначала надо сделать, да? Именно. Ага. Хост. Но мы не отказываемся от Юнета, просто вот подвернулось такое решение, можно попробовать его посмотреть. Вот сейчас смотрим для общего развития. Так, ну и чё? Я, получается, стартую хост, и он выдает мне в браузер. Видишь? Вижу. То есть получается, что, видимо, в билде не надо все эти 3 сцены сейчас. Но это что? Это мультиплеер меню, получается вот эта сцена. То есть, ну давай без этого попробуем, только мультиплеер меню билд. Так, это мы закроем. Вопрос в том, почему тут билд? В смысле? Если бы ты запускал в Unity. Билд я запускал, ну, чтобы один сервер, чтобы в Unity был сервер, а через билд я зашел плеером. Я вот как бы так хотел сделать. Но так вот. Сейчас мы. Вот так. Хост. Сцена из билд индекс 1 could not be. Ну да, конечно, это тонул. Так бывает. Странно. Build settings. Так она нулевая. Что за фигня? Что за фигня? Edit instance. Вот так. Хост. Разрешить. Connect. И чё? Ничего не происходит. Естественно, потому что он должен перенаправить тебя на другую сцену. На другую сцену? Какую? Соответственно, нам нужна отдельная сцена, именно игровая, да? По идее, да.
Получается так, да? Файл news, допустим. Файл CSS. Стандартный ассет надо. А хотя стандартный большой слишком. Зачем? Есть же отдельно, так? Можем по-другому сделать. Какой-то, блин, непонятный. Хера себе, тут версия прямо от января 2018 года. Ну-ка, давай. Попробуем. Внезапно такой свежачок попался. ТПЦ-ВЦ. Виз компаньон. Version highly recommend that you try this out, and of course you can use it any purposes. Some satisfying results. The package contains full source code with all the animations pre-made and set up. Угроза была
изолировано. Что такое? Какую-то ошибку выдал страшную. Непонятно, я бы даже сказал. Лайер. Что-то. Ничего. Вот это тасит. Ты чё? А где сами-то модельки? Что за фигня? Префаб есть? Или это именно из-за вот этой типа угрозы? Вот он выдал тут прямо вообще. Как думаешь, Ник? Я думаю, что угрозы там нет. Я тоже думаю, что нет, но вот он что-то ругается, и в итоге... Правильно, он ругается. Так ругается не Unity, а ругается антивирус. А ругается не антивирус, ругается Birdman Studios, то есть Forge. Видишь? Он выдает. Что проблема в сокетах. Что эта штука тоже через сокеты сделана. Ошибки вот я вывел. И префабы получаются без модельки. Почему-то. То, что я вижу в ошибке, это то, что процесс загрузки был прерван. Ну тогда понятно, почему ошибка. И чё, как тогда? А вот то, что у тебя там якобы вирус, это вообще-то антивирус выдает, а не Unity. Не, ну антивирус-то рассуждает, что если какой-то исполняемый файл, то он по умолчанию вирус. Ну ладно. Я не думаю, конечно, чего? Ни один антивирус так не работает, что если это исполняемый файл, то это обязательно вирус. Ну, не обязательно вирус, а что к нему надо привлечь внимание. Нет, вообще-то если там внутри вирус, он его и выдаст. Хочешь сказать, там внутри вирус? Но это, я не знаю, я же им не пользовался. Это может быть ложное срабатывание, может быть действительно вирус. Смысл в том, что он его не дал тебе загрузить, просто потому что... Понятно. Ну, давай сейчас что-нибудь более-менее стандартное. Грузанем. Что-то тут, да, тут такой прям чувак странный. Так, ну это стандартный, вот его на крайняк. Что, какие варианты? Еще что-нибудь интересное есть? Символ ТПС. А вот этот попробуем. Этот я в свое время пробовал. Неплохой такой. Locomotion Free. Тут прям такая система движений. Интересная. Вообще странно. По идее же в Asset Story проходит все проверку. Откуда там какие-то вирусы, не вирусы. Это ж не просто так, что любой может добавить туда свой файл. Понятия не имею, не пользовался. В смысле, не качал ничего из Asset Store? Нет, в смысле не загружал ничего туда. Ну так-то да.
Что есть там модерация, нет там модерации. Не, модерация там точно есть. Потому что если бы ее не было, то, например, тот же самый Сета, который перестал поддерживать, его бы не удалили, например. То есть контроль над этим всем делом. Вирусы. Чего ты говоришь? Broken текст. Что все за ошибки какие-то? Local file identifier doesn't exist. Что за фигня? Инвектор, locomotion, prefab. Вот, тут есть чувак. Привет, Игорь. Спасибо. Влево, вправо, вперед, назад нажимаю, а он все равно двигается только тупо вперед. Ну чё вот, он так себе думает. Может, потому что там нужно что-то настраивать? Ну хер знает. Это же просто third person контроллер, по идее. Если ничего не работает, прочтите инструкцию. Так, а при чем здесь моделька? За управление отвечает не моделька, а скрипт на ней. Парам-пам-пум. Readme. Давай глянем documentation. Инвектор тип. Stop new характер. По-моему, проще посмотреть на модельку, и у нас скрипт, который не висит. Нет, тут вон создается, видишь, то есть не просто так. Так, иди нахрен. Что за тупая херня-то, а? Сука. Тупая, блин, тварь.
еще до релиза далеко и долго. Блять, вот что это за херня-то? Ну, во. Наконец-то. Locomotion, create basic controller, BX модель. Так. Мотор контроллер. Видимо, вот так, да? Гуманоид, рик, так. Почему так, если там по-русски написано ФБХ модель? Хороший комментарий. Models, characters, работа V2.0, так, VX, это вот, это не тот, ну, хоть этот, во, так, аниматор контроллер, так, ценное замечание оказалось. Так, это вот он, да? Мы его приподнимем. Так, Риги. В инспекторе. Модель. Ну, тут как бы все окей. Ну, по идее, все остальное оно сейчас не имеет сюда отношения. Два друга тут акробата. Ну, по идее, тут можно как-то по-другому это, да? То есть этого мы можем убрать. И будет этот сам по себе бегать. Да. Окей. Так, сейчас бы что-нибудь не белое сделать тут в качестве текстурки. Ну, покрась ее в зеленый. Вот. Именно так я и сделал. Так, ну вот, собственно, мы бегаем, да? Подозрительные зеленые текстуры. Вот я много раз нажимаю пробел, никуда он не летит, Санька. Может, они поправили? Всякое может быть. Но что-то вот камера. Хотя я, конечно, камеру просто тупо переместил в мейн-камеру ему за спину, но вот она что-то подлагивает. Ну ладно, это как бы не имеет особого значения сейчас. Чем мне волноваться-то? Я не волнуюсь, я как бы сейчас в расслабленном состоянии. Так. Это что у нас тогда? Сейв сцен. Так, сейв. Так, сцены. Подзабыл я вот эти все азы, с которых начинал год назад, конечно. Надо вспоминать. Вспоминай. А я что делаю? Я ничего не вспоминаю. Так, гейм сцена. Это вот это у нас сцена, значит. Тебе показалось, наверное. Он бомбит, а не нервничает. Так с чего я бомблю? Я еще даже не начинал. Я еще даже не собраться бомбить. Что мне тут бомбить? Пока я еще ничего не накосячил такое, чтобы бомбить прямо.
Так. Значит, нам сейчас надо сбилдить это все дело, да? Это гейм-сцен. Так, а что нам с остальными делать тогда? Ты у меня спрашиваешь. Да. Спросил разработчик. Нам надо тогда вот так, вот так. Ну, просто сейчас придется тогда смотреть. Реально. Как они там запускают это все дело. Ну, давай, допустим. Тест, сохранить. Ну, как бы... Я вот чувствую, что сейчас я опять не то сделал, потому что нету связи между сценами. Нам же надо, чтобы она запускалась из скрипта. А этого сделано не было. Вот я нажимаю хост, и ничего не происходит такого. И connect, собственно, тоже. То есть я что-то реально изначально не то делаю. Потому что и первое, и второе переадресовывают тебя на страницу серверного листа. Точнее, на сцену. Ага. Ну. Вот эту сцену не добавили. Вот, пошел Переадресовывают куда? пошел конструктив. То есть мультиплеер меню. Это вот что запустилось. Она первая идет сцена, да? Сервер браузер, соответственно, вторая. Игровая непосредственно третья. Либо нет, либо лобби должно быть третья. То есть мы выбираем сервер, попадаем в лобби и потом попадаем на сцену, да? Ну, по идее, как бы логика такая. Тут смысл не в том, вторая, третья, а в том, что какая первая. Ну, первое мультиплеер меню. Ну, в общем, сейчас, если... Не, он переадресовывает не по номерам. Ну, понятно. Возможно, тебе наоборот нужно сделать. Сначала лобби, потом сервер. Или наоборот. Да, сейчас мы посмотрим просто в этом видосик их на эту тему. Хост. Хер. То есть, если он при переадресации использует имя, это одно. Если номер, это другое. Ну, в общем, как я и говорил, если ничего не работает, смотрите инструкцию. Вопрос. Ну-ка. Hello, I'm Brent Ferris from the Breederman Studios, and in this video I want to show you how you can set up a Unity independent master server locally and test it. So anything we do locally, we can do in the cloud. All you have to do is make sure that you open the ports. The master server port is 15940, which needs to be opened on the server that you're hosting the master server on. We'll have another video on that later, so we're going to set it up so that we can actually get it running right now. So I'm going to open up my build settings. I'm going to make sure I have the Forge Quick Start menu. I'm going to have some scenes here, and I'm going to have the Forge Quick server browser set up here. Now that I have this set up, what I'm going to do is I'm going to go to my player settings and make sure that running background is on, and that's all set up. So now I'm going to go over to the quick start menu and open that scene.
Inside of the quick start menu, there's a canvas object. If I scroll down to the start game component, I'm going to set the protocol type to UDP, and I'm going to say the Forge Zombies is going to be my scene that I'm going to load. So the most important thing here is the master Ну вот, тут, то есть настройка должна предварительно происходить. That is the IP address of my local machine, which I will be using in this case because I'm going to run the master server from my local machine. So now that I have this set up, what I want to do is build it out. So I'm going to go to my build, and I'm going to build and run. So now that it's built out, I'm going to run a second instance of it. This is going to act as the client, and this one is going to act as the server. So I have my folder here for the Forge Master server, the Unity Independent Forge Master server. So what I'm going to do here is just run it, and that's going to bring up our process here. Вот, видишь, у него сервер и клиент разделены, получается, все-таки. Мастер сервер. I'm going to host the server, which is going to host me a game server. And you'll notice that it says registered a new server 127.0.0.1:15937. The first part here is the IP address of the server that is registered, which is my local host, and the second part is the port number that that game server is listening on. You'll notice that it also pings the server here to keep it alive. It just keeps the connection alive so that we can determine whether that server has been shut down abruptly or no longer exists. If that ping returns no result, it will then be removed, as we'll see at the end. So on the client here, I'm going to say server browser. Inside of here, you're going to see miles. Server browser. Player count. There's currently no connected players other than the server. We have the deathmatch, the password. There's no password, and we'll be able to join. So I'm going to click on join here. Но откуда этот сервер браузер вызывается, когда тут тупо нету? Вот есть лобби. Ну так сам сделай. Не-не-не, ну подожди. Мы как бы готовое решение изначально рассматривали. Вообще-то то, что это всего лишь примеры. Примеры, не примеры, то есть как бы код основной-то готов должен быть. Так. Да. MultiPlayer, сервер, браузер. И соответственно, если мы MultiPlayer, то тут вообще нету никакого сервер-браузер. То есть ты предлагаешь сюда добавить кнопочку сервер-браузер, да? Ну, если она тебе тут нужна. Ну, чтобы увидеть, куда присоединяться. Это получается прямое подсоединение по IP-адресу, минуя браузер серверов. По идее. Да? Ну, давай глянем, что там дальше. And it's going to join in on the game, and you'll notice that it says updated a server 127.0.0.1. So it's saying that it's updated the registered server, and what it has updated is the player count. So now if we opened up another instance, which I'm going to do real quick. So I'm going to open up a third instance, and move this guy off to the side here. And I'm going to go to the server browser in here, and now we'll see that the player count is 1 of 31, and I can join from here too. So now that this is all set up, you'll notice that if we disconnect, it'll update the server as well, so because the player count is changing. And if we close out our server, eventually when that ping fails, it's going to remove the server from the list. So here we go. I just paused the video until it happened. It says removing host, and it has removed the host from the master server, so now it's no longer listed. So that's how we can get started real quick on the independent master server. We'll have another video on how we can deal with this on the cloud. So вот, Forge Master сервер. Но его здесь нету никакого. Такого. Естественно, мастер сервер это экзешник. Привет, Дима. Да, я заметил. Ну делай, что, пока мы все равно тут ковыряемся. Делай нормально, как получается. Ха-ха-ха-ха-ха. Не очень понятно. Хост-сервер. Forge Networking Remastering. Hello, my name is Brett from Beardman Studios, and today I'll be talking about the Network Contract Wizard. Basically, the Network Contract Wizard is for you to create your network objects in an easier process. So I'm going to go through it by opening up my Contract Wizard. You can either do Control-G or go Window, Forge Networking, Network Editor. And you're going to go to the Create button. I'm going to type in a name for it. For this, I'm going to make some cube example, so I'm going to call it Cube.
Ну, давайте для начала так и сделаем. Так, что он там нам предлагает? Обычная сцена, да? А, нет, это не обычная, это получается как раз вот это. Ну, в смысле, это не игровая именно сцена, а вот это вот менюшка. Как раз. Either do Control-G or go Window Forge Network. Ага, все по-другому. Working Network Editor. And you're gonna go. Please note when using source control tool, please ignore that user data again that is generated because of the NCI. Because the serialization is based on the computer that has done it. Serialization is a process to help make grading easier. Ну да, в этом смысле лучше сначала с костями разобраться, чтобы все правильно было. This necessary. Manager Network Object, Cube Forge Game Network Object, Example Proximity Player Network Object, Camera, Test Network. И чё? Ну, допустим, Кубе. Как у него там, да? Кубе. Ну, попробуем пока просто продублировать. Go to the Create button. I'm going to type in a name for it. For this, I'm going to make some cube example. So I'm going to call it cube. And in my fields, I'm going to say my Y position. And I will make it a float. In my RPCs, I'm going to make a hello world RPC. And I'm going to have an argument of string. So I can pass in string as an argument. So I'm going to hit saving. Compile, and that'll do its magic. Build complete with the result of cancelled. Ну и какого хера? And there you go. In my generated folder, I will have a cube behavior and cube network object. Generated folder. О, куча тут всего. Generated. Куб. Чем-то. Так, вот они. Network Object, Forge Game Network Object, Forge Game Behavior и Behavior. That I can derive from. So let's do that. Let's go to my testing. In my testing, I just have a basic spawner that I'm going to work on after. Так, и чё? Тест сцен, спаунер, блин. Example Proximity Spawn.
Ну ты жьешь. For this, so I'm going to go create my cube first. So let's go to 3D object. Object cube, and I'm going to make a script, and I'm going to call this my cube. And open this up, and my cube, I'm going to I'm only going to change my Y position of this, so I'm going to get rid of my start, and I'm going to derive from my networked objects. So to do that, I need to make sure I'm using the right classes. So using Birdman Studios, Forge, networking. Using Birdman Studios, Forge, networking generated, and using Birdman Studios, Forge, networking, Unity. Нам скорее здесь нужно сейчас копать в другую сторону, то есть intermediate. Hello, I'm Brent First from the Birdman Studios, and I wanted to go over how you can send your own custom class across the networking system. So I'm here in beta version 2, and Hello. Hello, I'm Brent First. Hello, hello. Да блин, где же эта фигня-то? Там, где он объединял с существующим кодом. То есть как раз с этим юзер-контролом. Hello. Капец какой, а? На Linux сервер прямо. Автолаунчер.
Да ё-моё, где эта фигня-то? Пробуем вот это. Hello, my name is Brett from Bearded Man Studios, and today I'll be going over Forge Networking Mechanism. I'm just gonna give you a brief overview of what we're doing. This is a very simplistic project to just showcase how to get animation syncing over either from Legacy or from Mechanism. And I made two scripts that will allow you to do so. Right here, animation character, animation controller. And I will give you this scene as well as including Ethan in it. I cannot include the other ones because they're part of the assets that you can buy off the asset store. So if you have any other assets, you're free to shove them in here and test them out as you want. I'll also say that this is a very basic animation tutorial and there will be more advanced ones to come, but for now this will just showcase how to simply get your characters syncing and having the correct animation play and just going about how to sync Mechanism and Legacy however you want, and the easiest way to do it as well as the most efficient way to do it. I will say that excuse me, I will say that if you want to have the animations play at the exact frame as the server or as every other client should have it, you'd want to make sure to sync the animation timestamp that it played as well as the difference that the round trip from the server to the client. And with that information you will be able to set that animation to the correct frame that it should be at that time. I'm not going to do that in this video, but I'm just explaining that's how you would go about it to have them play at the exact time or the correct time. So that being said, I'm using 16.8 of Forge Networking, which is the latest for this video right now. My networked objects are the boss, the Reaper, Tyra, and Ethan. Ethan is the only legacy animation, and the other, or sorry, Ethan is the only one that's in Mechanism. The other ones are legacy. And let's let me show you a quick overview of Ethan. He has 5 animations, as you can see here. And the way I set it up is I have an empty state. You just create state empty. I can call this whatever, starter. And what it does is it goes to the entry to the starter, and the starter will has exit time set to false, which will go to the correct animation, and the correct animation will fully play out thanks to having this checked, and then it will go straight to exit and just reloop itself. I kept the original animations over here, but we're not using those. And the way I'm syncing it is simply just having a condition of current animation equal to whatever value. So 0, 1, 2, 3, 4. Obviously it's over here 2 as an int. And then in code, I have the Mechanism state current animation. You can change this to whatever name you want. Just make sure that you match it in the Mechanism on top. У тебя просто нету переменной, про которую написано. I have an animation controller which just holds all the other animation or animate core objects. The way that I'm syncing this, I have a simple class that just acts as a holder, which will be used in more advanced tutorials, but for now just consider it another animation clip. I have a boolean check to see if it's a legacy animation or not, and if it is, then it'll grab it, it'll just pull it off the animation itself without you having to do anything. But if it's not a legacy, and it is a Mechanism, you would have to make sure that you specify how many animations there are. Right now I have 5 right here, and it's just using that variable and increasing it by 1. I have the current animation clip. This is a variable that I'm going to update and synchronize it to the other clients. It's going to call this function whenever it does sync over properly. This is just a way for me to get the current animation that I'm at. On my wake, I just grab the components. If it's a legacy, I grab it from the... Да, конечно, нехило там придется вообще всего делать, что даже все анимации там надо под сеть адаптировать, то есть в аниматоре там ковыряться. State from the controller. Otherwise, I'm just adding a fake clip into it. You don't really need to do this because you can just create a max and just use the max as a way to
Я хотел тяп-ляп и готово. For ease of purposes and the future tutorials, I'm going to leave it the way it is now, just adding a fake clip. Ага. I have three functions, play current animation, play next, and play previous. Play current is what's getting synchronized over, as well as itself calling this function to play the animation. Play next is just going to increment it. Да, согласен. Там капец, конечно, настраивать. If it goes past the animation length, it just resets it to 0. And previous, same thing, except it resets it to the high. And then my controller is a simple way for me to go through all the animations on each character and update it. And I only do this if it's the server. Otherwise, if it's not the server, I don't display this information, because only the server is allowed to control these objects. You're free to make them controlled by the user himself, or putting it on the actual character and synchronizing it over if it's the owner of that object. You can go about it how you please. But for purposes of this tutorial, I'm just going to make it so the server is always going to be the one to control the animation. So that is it. I'm going to build this out and make sure that your Forge Networking Quick Start menu has the proper scene in it. Right now I just have an animation scene. It's in here. It's all good. I'm just going to hit build and run. Это у него версия там 16.8. Интересно, какая у нас тут версия. Непонятно. Какая-нибудь 25.4. I'm going to then grab Unity, move it over a nudge, put it over here, grab this, put it over here. I'm going to make this the editor as the host, and I'm just going to leave it the way it is right now. I'm going to join in as the client over here. Now, as I said, you'll see these a little off on the animations, but it's not something I'm concerned about right now. As I explained in the beginning, it's if you want to sync the animation at exactly the right frame, you would have to send that information over with it. So as you can see, I don't have the buttons to change the animations of these characters, so this is definitely the client. This is the server, so I'm going to change this guy's animation, which is the boss one legacy. I'm going to do a 2-hit combo, or let's go to Angry Roar. That's good enough. Let's move to the next character. This is the Reaper. I'm going to cast a spell. That's good. Let's go to Death. Death is dying of death. Forward, backward, left, get hit. So you're just going to constantly get hit. And then I'm going to move on to Pyra. She only has 2 animations right now, which is Sprint Test and Pose. Oops, Pose. Stops in place. Play. And then I'm going to go to next character, Ethan, which is our mechanim. I don't have obviously a mechanim name here, but you're free to do so however you want to display any debugging information as well. But it's really just an iterator that's increasing over time. So. Нет, это не то. Не то. Блин, как же оно называлось-то, то видео? А мы смотрели тот плейлист, который 22 видео у него маленьких? Вроде нет. Я вообще ничего не смотрел. Не, ну просто даже по продолжительности вроде как нет. Там были до 10 видео. Но они хоть и маленькие такие, но все равно. Creating Custom Controller in Action. Ну-ка. Hello, I'm Brent Ferris from the Bearded Studios, and in this video I want to show you how you can create your own page within the web pages that you have inside of the web server. So we're going to make an about page where we can print out information about maybe our game or our company or anything like that. So let's start off by creating an HTML page. So what I'm going to do is I'm going to make it simple, and I am just going to duplicate the 404 page because it's our simplest page. So I'm going to duplicate it, and I named it 405. I'm going to
terrible free rate. I'm going to name it About and open that guy up. So inside of the About page, let's say Bearded Man Studios Inc. And let's do a little paragraph. The creators of Net. Email us at support@beardedmanstudios.com. And there we go. So that's going to be our webpage. It's just going to be About. So if we jump back into Unity, you'll notice that if we start the server and we go to About, it does a no page found. Нет, это какая-то не та фигня. Опять. Hello, I'm Brent Ferris from the Bearded Man Studios, and in this video I want to show you how to make a chat system with Forge Networking. So, I'm inside of a blank scene right now. I'm just going to save it out. Save it into tutorials, I'll call it chat. Okay, I will add it to my build settings somewhere. There we go. Okay, so basically, this is what you do. You go to Tools, Forge Networking, Chat. So save, then go to the menu. У нас тут такого даже нету. Let's go to the canvas and let's add chat to our scene name. Now we can build and run. So I'm going to make Unity the host, and I'm going to make this other one the client, and now we'll start chatting. Hi there. Send. Hello. Oh, that's very tiny. But you get the picture. There you go. A working chat system right out of the box with Forge Networking. Да, год, два. Как бы не без этого. Я не могу понять, куда делать то видео, которое мне нужно, где он берет этот третьего лица контроллер с этаном и обновляет своим кодом. Два раза его смотрел. Не могу вспомнить, как называется. Ну, тут я не подскажу, потому что я их вообще не смотрел. Вот, integrating with existing. Hello, I'm Brent Ferris from the Bearded Man Studios. I'm here to show you the character controller that is a part of the sample assets beta for Unity 4.6. Basically what we're going to do is we're going to take Forge Networking, we're going to drop it in, which I've already done, and we're going to see the character moving around inside of the scene across the network or across two instances of Unity. So just go ahead, if you're going to want to follow along, go ahead and download this asset, import it. I would suggest importing it into a new project because it is an entire project apparently and it will overwrite settings. So import this into a completely new project and we'll get started. So I have it already imported here,
and I already have Forge dropped in, so we don't have to wait around for that. So what I'm going to do is I'm going to go up here to the canvas, and down here you're probably going to see a different scene name for this menu is going to load. And I probably should tell you what the menu scene is. If you search for menu, you'll find Forge Quick Start menu. If you double click that, it'll open up a scene that looks like this. And when you select the canvas, you can scroll down to the Start Game Script, and down here you'll see Scene Name, and it's probably going to be a different name. So set it to Game, as a capital G, a lowercase A-M-E, and that's how we're going to be setting up this project. So I'm going to start up a new scene, Control N, and I'm going to clear out some build settings so I can show you guys that. To go up here to the canvas, and down here you're probably going to see a different scene name for this menu is going to load. And I probably should tell you what the menu scene is. If you search for menu, you'll find Forge Quick Start menu. If you double click that, it'll open up a scene that looks like this. And when you select the canvas, you can scroll down to the Start Game Script, and down here you'll see Scene Name. And it's probably going to be a different name. So set it to Game, as a capital G, a lowercase A-M-E, and that's how we're going to be setting up this project. So I'm going to start up a new scene, Control N, and I'm going to clear out some build settings so I can show you guys that from scratch. So here inside of the new scene, I'm going to drop in a key, because that is probably the most important thing, is to have a floor that our character can stand on. And I'm going to drop in a light, because why not? And shadows, just because I can. So, now that I have this scene set up, it's nice and bright, I can see, I'm going to bring in the character controllers. I'm going to go to Sample Assets, I'm going to go to Characters, Third Person Character, I'm going to go to Prefabs. Inside of here you'll find two controllers. We're going to grab the one that says Third Person Character.prefab. We're going to drag that into the scene, I'm just going to put it in front of the camera. And we're going to begin to network this guy. So, if you have him selected, you'll notice that he has two scripts on him that are his main modes of movement. The first one is Third Person Character, the second one is Third Person User Controller. I've already done the discovery for what we need to do in here, so we're going to go to the Third-Person User Controller. I'm going to open that up, and here it is. This is somebody else's code, and we're just going to modify it to work across the network. So I'm going to be using beardedmanstudios.network, and instead of this deriving from mono behavior, I'm now going to derive from his two scripts on him that are his main modes of movement. The first one is Third-Person Character, and the second one is Third-Person User Controller. I've already done the... Что я, блин, потерял нить. Across the network or across two instances of Unity. So just go ahead, if you're going to want to follow along, go ahead and download this asset, import it. I would suggest importing it into a new project because it is an entire project apparently and it will overwrite settings. So import this into a completely new project and we'll get started. So I have it already imported here and I already have Forge dropped in, so we don't have to wait around for that. So what I'm going to do is I'm going to go up here to the canvas and... Под какой canvas вообще? Что это за сцена у него такая? Старт-сервер, старт-клиент. Ну, давайте посмотрим. По идее, вот, мультиплеерная. Потому что здесь есть canvas. А здесь нету вообще старта и нету где вводится название сцены. Блин, что-то вообще как-то через одно место. Он написал видео, а потом, блядь, переписал все и переделал. А вот я... Да, я и говорю об этом. I probably should tell you what the menu scene is. If you search for menu, you'll find Forge Quick Start menu. If you double click that, it'll open up a scene that looks like this. And when you select the canvas, you can scroll down to the Start Game Script, and down here you'll see Scene Name, and it's probably going to be a different name. So, я допускаю, что он упростил, что не надо нигде вот это настраивать, что там сцена и так далее. Ну блин. С чего тупо начать, вообще вот ни хрена непонятно. Как мне это всю
херню объединить в одну. Почему ты решил, что там не надо ничего настраивать? Я не решил, что не надо настраивать. Я сказал, что можно предположить, что он это дело упростил, и что не надо это настраивать. Мастер сервер хост, над сервер хост. Multiplayer меню. Вот, короче, он, значит, вообще херня какая-то непонятная. В общем, я запускаю вот эту сцену. Нажимаю хост. По идее, мы создаем таким образом сервер. Нет. А что нет? Мы создаем хост. Ну, хост. А хост отправляет данные на мастер-сервер, который тоже нужно запустить предварительно. Ну, хер знает. Вот, ну и где мне его взять? В папочке мастер-сервер. Уверен? Нет. Но если есть папочка мастер-сервер, логично, что там должен быть мастер-сервер. Сейчас посмотрим. Нету вообще ничего на мастер. Близко даже. Сцены тут 3 штуки по умолчанию. Вот 4-ю я добавил с контроллером. Это не сцена. Ну блин, сцены не сцены. Все равно он как-то же там. Это должен быть экзешник. Вообще не наблюдаю. Network Manager и Server Option есть. Префабы. А в плагинах что? В плагинах непонятно что. Библиотеки и плагины. Ну ищи. Если там есть, он есть. Если нет, то нет. Ну, мастер сервера нету. Вот что-то по Может называться и не мастер-сервер. Это должен быть просто тупо экзешник. Понятненько. Тупо экзешника нету. Есть сцена, 2 скрипта, префаб и папка. Все. Сервер браузер. Unity просто не отображает экзешники. Ты Да. просто в папку зайди. Давай попробуем. Acid. Так. Прятаться. Что-то меня это начинает напрягать. В плагинах нету ничего. Модули. VoIP. Вот. Ну, то есть, в принципе, все подготовлено. Даже вон голосовой чат есть. Но, блин, как это все в кучу собрать, непонятно. API Documentation, HTML.
API Documentation нам сейчас как бы пока без надобности. Альфу не надо ждать, альфа уже доступна. А успехи меня что-то, блин, напрягают. Они какие-то не очень успешные. Именно с сетевой частью. Никаких экзашников близко нету. Ну тогда я не могу ничего тебе сейчас сказать. Set it to game as a capital G, a lowercase a and e, and that's how we're going to be. Он консоль-то запускает его. Ну, это я помню. Если он как-то это изменил, я без понятия как. Hello, I'm Brent Ferris from the Beardman Studios, and in this video I want to show you how you can set up a Unity independent master server locally and test it. So anything we do locally, we can do in the cloud. All you have to do is make sure that you open the ports. The master server port is 15940, which needs to be opened on the server that you're hosting the master server on. We'll have another video on that later, so we're going to set it up so that we can actually get it up and running right now. So I'm going to open up my build settings. I'm going to make sure I have the Forge Quick Start menu. I'm going to have some scenes here, and I'm going to have the Forge Quick... Forge Quick Server Browser. Ну, сервер-браузер, может быть, это вот сейчас сервер-браузер, вот таким образом. Run background. Давай попробуем в эту сторону копнуть. Сервер-браузер. Это нахер. Так, сервер-браузер, Canvas. Так, game type, так, хосты, вся фигня. And that's all set up. So now I'm going to Inspector Player Settings, так. Бывает. Так. Player Settings. Running Background есть у нас такая, да? Все видно. Go over to the Quick Start menu and open that scene. Inside of the Quick Start menu. Quick Start, что это такое? Here. Что за request error тут вылезают, а? Вот. Так, это Quick Start меню. Это, соответственно, не Quick Start меню, а MultiPlayer, вот эта штука, да? Здесь Canvas у нас есть, да. Что у нас тут? Ну вот старт гейма нету близко такого скрипта, но есть... Да, но есть мультиплеер меню скрипт. Так. Хост порт, TCP, количество игроков, блин. IP адрес и порт номер. Это у нас берется оттуда. Мастер сервер, хост. Вот тоже непонятно. Какой IP у него взять? Connect using match. Yellow. Что такое yellow? Network Manager. Ну, допустим, ладно. Component. I'm going to set the protocol type to UDP, and I'm going to say the Forge Zombies is going to... UDP, видишь, он поставил протокол. Но у тебя там просто вопрос в том, ставили галочку, что это TCP. Да, я это вот как раз обратил внимание. IP-адрес input, то есть это вот он, получается, вот переделан в мультиплеер меню скрипт, потому что пересекаются функции. Угу, график рекастер, то есть объект тот же самый, соответственно.
Только скрипт другой. Ну, давай дальше. Вот, мастер сервер IP, получается, нам надо здесь 27.0.0.1. That is the IP address of my local machine, which I will be using in this case because I'm going to run the master server from my local machine. So now that I have this set up, what I want to do is build it out. So I'm going to go to my build. Значит, мы билдим, это у нас получается вот эту штуку, да? Но у него там какая-то куча всего добра вообще в билд меню. Ну, достали меню, это много. Не, я вот про это. Количество сцен у него всяких разных добавлено. Просто он там собрал все сцены со своего проекта и все. Но мы сейчас добавляем только текущую, да, я так понимаю? Или что? А хочешь тоже все добавить? Ну, все я добавил, в принципе. Это мультиплеер меню, браузер, лобби и так далее. Так. So now that it's built out, I'm going to run a second instance of it. Ну давай сбилдим. Единственное, меня смущает, что к гейм-сцен никакой отсылки нету у нас. Соответственно, мы в нее просто не попадем. Ниоткуда. И непонятно, где ее добавить. Так, ну давай. Server. So I have my folder here for the Forge master server, the unit. Independent Forge master server. So what I'm going to Forge Master сервер. Угу. Readme source. do here is just run it, and that's going to bring up our... А вот это уже хрень получается. Так, Forge. Ничего с названием мастер нету просто в папке. Process here. I'm going to say show log, and this is going to show the log of whatever's happening in this master server. So on the left here, I'm going to host the server, which is going to host me a game server. Получается бесполезная какая-то фигня. Ну, хост. Ну, connect. Refresh. И что?
Ну и ничего. Не происходит ничего. Видимо, как раз потому, что у нас мастер-сервер хер пойми где. Тебе не быть, потому что сервер, мастер-сервер не запущен. Да, вот я и говорю. Вот есть у него по мастер-серверу экземпл. Может быть, он его просто не сделал, потому что типа написал видео, как его сделать. So anything we do locally, we can do in the cloud. All you have to do is make sure that you open the ports. The master server port is 15940, which needs to be opened on this. Так, сейчас. Ой. Example proximity. Что это? Спаунер. Нет, это не в ту тему. О! Что-то тут про сервер. Это не оно случайно? Понятия не имею. Непонятно. Ну ладно. Server that you're hosting the master server on. We'll have another video on that later. So we're going to set it up so that we can actually get it up and running right now. So I'm going to open up my build settings. I'm going to make sure I have the Forge Quick Start menu. I'm going to have some scenes here, and I'm going to have the Forge Quick Server browser set up here. Now that I have this set up, what I'm going to do is I'm going to go to my player settings and make sure that running background is on, and that's all set up. So now I'm going to go over to the Quick Start menu and open that scene. Inside of the Quick Start menu, there's a canvas object. If I scroll down to the Start Game component, I'm going to set the protocol type to UDP, and I'm going to say the Forge Zombies is going to be my scene that I'm going to load. So the most important thing here is the master server IP. So if I type in 127.0.0.1, that is the IP address of my local machine, which I will be using in this case because I'm going to run the master server from my local machine. So now that I have this set up, what I want to do is build it out. So I'm going to go to my build, and I'm going to build and run. So now that it's built out, I'm going to run a second instance of it. This is going to act as the client. Бля, гениально. Одно и то же видео. Что-то здесь не то.
выкинуло, подумал, меня мертвяки закинуло. Угу. Меня напрягает вот эта фигня, просто как в стенку долбишься и все. Ну, а что ты хотел? Не, я, конечно, понимаю, что хотел легко, быстро и просто, но это не получается. Да мне хотя бы оттолкнуться от чего-то, ну блин, это пиздец. Полная засада. Тут даже я тебе не подскажу. Потому что у него там видео старое, поэтому это бессмыслица. Угу. То есть проблема, понятно, откуда ноги проблемы. А вот как ее решить и где это решение достать, хрен его знает. Самому писать мастер-сервер, так это надо весь его код перебирать, чтобы понять, что к чему, зачем и почему. Угу. And I'm going to build and run. We'll be using in this case because I'm going to run. And I'm going to say the Forge Zombies is going to be my scene that I'm going to load. Вот, смотри-ка. Вот эта сцена, которая у него загружается. Здесь вот у нас есть такая Game ID. Соответственно, мы можем попробовать сюда запилить ID сцены нашей. Game Scene. Ну, порт, я думаю, как бы без разницы, да, что тут пусть будет выставленный по умолчанию. Так, Без разницы. сервер браузер. So the most important thing. Мастер сервер IP. Мастер сервер вот IP хост, вот он. Как бы все есть. Here's the master server IP. So if I type in 127.0.0.1, that is the IP address of my local machine, which I will be using in this case because I'm going to run the master server from my local machine. So now that I have this set up, what I want to do is build it out. So I'm going to go to my build, and I'm going to build and run. Окей, ну попробуем. Что, блядь? Что за бред, а? Без толку. Первый должен быть мультиплеер меню вообще-то сцена. Так я так и думал, что сначала должно быть так. Это я потом уже поменял. Давай попробуем так. Ну, мы делаем хост сейчас, да, или что? Да, сперва запускается хост, потом к нему подключается клиент. Клиент некуда подключаться, если нет хоста. Я понимаю, но вот хост мы запустили.
Хост мы запустили. А, погоди. Это не то, да? Это же сервер-браузер. Нам надо MultiPlayer запустить. А, 937 здесь. 40 Connect. Нет? 41. Ни хрена не происходит. Ко всем портам им использованным. Вот 37-й как бы выпустила на сервер браузер, но здесь также ничего не происходит. Если... Я это слышал уже сегодня раз 7. И еще 100 раз услышать. Суть в том, что у тебя хост создается на порту 37. Ну. А на каком бы порту он не создавался, если нету мастера сервера, который скажет, что на таком-то порту есть такой-то хост, твой браузер ничего. Ну вот сервер-браузер, по идее, есть мастер-сервер или нет? Нет, сервер-браузер это тупо страничка, которая говорит, что подключается к мастер-серверу и говорит, что на таких So now that it's built out, I'm going to run a second instance of it. This is going to act as the client, and this one is going to act as the server. So I have my folder here for the Forge Master server, the Unity Independent Forge Master. Чё? Что ты говоришь? Я говорю, что запуск хоста без мастер-сервера это пустая трата времени. Да, я уже понял. Вопрос, где нам взять мастер-сервер? Ну, либо у него искать, либо самому писать. Третьего не дано. Ну, давай сами писать, потому что у него нету. Если бы у него было хотя бы код засвечен разок, так нету такого даже. Ну и как мы напишем, если мы не знаем кода? Хреново. Парам-парарам. Пэу. Мы не знаем, что получаем, мы не знаем, что отправляем. Как мы будем писать? Вообще тут есть такой видосик, сейчас тебе покажу. Тык-тык-тык-тык-тык. Forge Networking Headless Linux Server. Hello, I'm Privateers from the Bearded Studios, and right now I'm installing an Ubuntu server to a virtual machine on Hyper-V, which is built into Windows. So we're going to build and run our server on this from Unity. So to start, we're going to jump over into Unity. And inside of here, we're going to add the menu, which is the one we're currently in, and we're going to add resources, which is the scene that's going to load. And I'm going to switch over to Linux, and I'm going to go to headless mode and turn that on. Now I'm just going to go to build and run, or not build and run, sorry, just build. Let's make folder, builds. We'll do a headless Linux. We'll just call this server test. So that's all built out, and it's probably going to take a minute for this Ubuntu to finish, so I will, I don't need any of these. Стопэ, так он же на винде. Как он под Ubuntu запускает сервер? Ты у меня спрашиваешь. Пиздец какой-то. Что за, блин, волшебник херов? Pause the video until it's Я done. тебе скажу, как. Okay, so Это my virtual может machine finished быть, installing. I should have actually checked ну, видишь, OpenSSH. виртуальная машина подписана. Ну ладно, тогда понятно. On that install screen because I'm going to need that. So here we are, and we're actually going to. I'm going to install OpenSSH now, just because I'm going to need it so I can transfer the files.
So I'm going to install the server. Make sure I spell that right. And we'll just skip this. Okay, now that that's installed, let's do an if config to check out what our local IP address is, so that we can connect via SSH in order to, or SFTP, so that we can upload our files. So I have an SSH client here. I'm just going to connect, and I'm going to put in this IP address up here, 192.168.0.12. If you're hosting on the cloud, you're going to use your static IP address in that, and I would suggest you using a secure method of connecting and not just using usernames and passwords. So however you want. You can use FileZilla or OneSCP, or maybe an upload that you have through your cloud provider. It's up to you. But for the purposes of this, I'm going to be using SFTP. So let's grab this. Okay, in my file system, and it doesn't really matter where I'm at in my file system. Right now I'm in home/Brent, so this is where I'm at inside of my client. And what I'm going to do is go over here to my build, if this thing will let me. There we go. So here's my build with all my files, server test x86. I'm going to drop this into that Brent folder, and now that it's in there, I'm going to make sure that I have it all in there. So there it is. So I need to make this file executable. So I can do that with sudo chmod +x. I'm going to do it to the file name, which is server test.x86, and you'll see that turned green for this instance. Now I can try to go ahead and run it to see if it works. So /servertest.x86, and it'll say if you haven't set up some libraries on Ubuntu server, since it's a fresh install, it may say no such file or directory. And if you are on the tutorial page of the website, you'll see that we actually provide you with a solution on how to solve this. So for this one, you actually need to download the 32-bit application, or you need to run the libc. So you're going to need this to run 32-bit application, since this is a 64-bit build. So I'm going to do a sudo apt get install libc 6-i386. Make sure I spelled that right. Yes. I'm going to pause those done. So now that that's in, I'm actually going to disconnect my SFTP. I don't really need this anymore. Okay. Now what we can do is we can try to run it again. And now this one will actually give you a little bit of a better warning, saying that it's missing libstdc++.so.6. And to solve this, we do sudo apt get install lib32 stdc++6. And I'll pause the video again. Okay, now that it's installed, I'm going to try it yet again. So this time you see that it actually ran, and our server is technically up and running. Now, well, our application is now up and running, but our server is not, because we created a build with the menu scene. And remember, to host to actually host inside of the menu scene, you have to click the host button, which we can't necessarily do in a Linux build. So I'll show you how you can actually start up the Linux server automatically using Forge, and then we'll re-upload that, and we'll see how that works. So I'm going to jump over to Unity real quick. I'm going to press Control-C to cancel that. So I was just jumping over to see if I still had some of my scripts available inside a package, and what I do have in here is an auto start. And this script, you'll find it inside of the Forge networking package. It's actually used to auto start a bunch of servers, which we'll have another tutorial on. But we can copy the script over and jimmy up so that we can create a headless Linux automatic start. So we're going to go ahead and do that, and I will provide the source code on this as well. So we're going to see it actually, how I'm going to change them. So the first thing I'm going to do is I'm going to copy everything inside of here. I'm going to jump back into Unity, and I'm going to create a C# script called start headless Linux. А ну-ка, такое есть у нас. Это фигня. File that out. Open this up. Okay, so we have our start headless Linux. I'm going to highlight everything and paste it. And then I'm going to change this name back to start headless Linux. Okay,
So we're just going to make a couple of changes in here. So first of all, we don't need this is_when_rt stuff, so we can get rid of that. Second of all, we don't need to do the initialize firewall check because we'll open up the firewall on Linux ourselves. Next, we don't need this check. We just want to automatically start a server, so I'm going to have start on start. We're going to start server. We don't need the start client. I'll get rid of that. We have this go, which we're going to need to start it up. Let's see. Load the scene, and on level with loaded, we don't need this, so we're going to take this out. So we have all we have left is the load scene, the go function, the start server, the start function, and the awake function. We don't need some of these properties, so if you want to clean them up, you do that as well. So let's make sure that I didn't make any mistakes on this. We're going to jump over to Unity and let it compile. So what we're going to do, I just compiled it and checked out the errors. What we're going to do is we didn't change out the is_when_rt stuff, so let me start headless. Okay, let's jump down to the is_when_rt. Let's put false into there, and then we will jump back to Unity and let it compile. So now that we have set that up, that's all that we needed. What we're going to do is there is a Forge auto start headless Linux scene in here. And this is an old scene that hasn't been fixed, and it has auto start in it. So we can actually put our start headless Linux script into that auto start, and it'll have all the stuff we want set up. And we need to change this to hello cube resources because that's what we're loading. So let me make sure I spell it right. Copy the name. Hello cube resources. All right. So that's in there, and I'm going to add this scene. So I'm going to add current. I'm going to make it the start scene since we don't need the menu scene anymore. I'm going to grab our main thread manager, drop that in here, save out this scene, and I'm going to hit play to Писец, он вообще все переделал. make sure it starts the server. Okay, this Практически всех скриптов, о которых здесь речь идет, их тупо нету. And let's make sure that 15937 is showing up here. So here it is right here, 15937. So we are hosting our server. So great. Now we can make this build for Linux. So I have Linux still checked and headless mode still on. So I'm going to build this. I'm going to overwrite my old one. Okay, that is built. So by the way, I'm going to upload the scripts for this up to gist, so you don't have to actually type them out if you don't want to. And also, if you get a later build, all this will be a part of it. So I'm going to go back and, oh geez, I forgot my IP I was using here again, ifconfig. There we go. So put in that IP address, 192.168.0.12. And I'm going to actually re-upload this. So let's re-upload this. I'm going to actually delete these. I am this user, so it's fine. Okay. So now I'm going to re-upload these. Right, now that they're up, I'm going to do the chmod again on the server test.x86, and then I'm going to run /server test.x86. Now the server is actually running, so we can jump over to Unity and connect via the start menu. So I'm going to go to start, or I'm going to go to menu, and the host address is going to be 0.12, so I'm going to put that in 192.168.0.12, and of course it didn't type it, 192.168.0.12. Display, my port's right, using UDP. Alright, so now I'm going to say join server with this IP. That IP address was added here, and there we go. So I've actually joined the Linux server, and that's why there's two cubes in here. This one's actually the Linux server that's running. Now, if you're running behind a firewall, or when you do this check to connect and you're not able to connect via your static IP address on your server, it may be because you need to open up the ports for your Linux server. So what you could do is sudo IP tables, sudo IP tables. Let's make this clean. IP tables -I
input1-p udp-d port, and then we're going to put in the port number, which is 15937. This is going to be... Чего? Говорю, если официальные уроки бесполезны, посмотри неофициальные. В смысле, по Forge Networking именно? Да. Давай посмотрим. Может, кто-то использует? Ну, либо от канала, где мы все это смотрели, либо от его личного канала. Есть вот такой мультиплеер тест, но это визуалка. Честно. Но тоже, кстати, с инвектором использован. Прям так срочно? Привет. Это лог, это катит. Даже мы тут есть, блин, выдача уже. Forge Networking Bugs. А то мы не знаем. Нет, как вариант, только его основной канал. Тут хотя бы все не такое старое. Не все такое старое все же. На плейлисту посмотри. Hello, I'm Brent Ferris, and you may have or may not have heard that Forge Networking Remastered for Unity, which is a networking solution. If you don't know about it, check out some of the links in the description, has gone open source. And this is not because I'm abandoning it, because I am still working on it. In fact, if you look at the pull requests here, I've got a gigantic pull request that I'm ready to get into master. So I'm still working on Forge Networking. Hello, I'm Brent Ferris from the Bearded Studios, and in this video I wanted to go over how to set up your purchase on the website. So this is for those of you who have purchased through the Unity Asset Store. So if you come down to the Вот от bottom of марта the section, you're gonna 17 see developer это в homepage. принципе. You open that guy up and then go to old docs. You'll find how to register invoice number.
And here it'll go over how you can get your invoice number from the Unity purchase, Unity Asset Store purchase, and then come to the developer portal, and then sign in, go to your profile, and then enter the number. Once you enter that number, you'll be able to join Discord and see all the add-ons. So I'm going to jump over to the profile section, and you can see here I have all of these add-ons that either I've purchased or that I can purchase if I want to extend Forge. Any extensions you buy, you'll get source code for. We're working on upgrading all the classic to remastered, so be sure to check out remastered plugins if you're working in remastered, so be aware of that. You can download the latest version of Forge here, and you can download the most used version of Forge here. Most of the time everybody's on the latest version, so the most used version is usually the previous version. Most importantly, if you want to get live help from the community, from the developers, from everybody in Forge, you can just come up here and click on this image, or click here, or click this, and all these things. When you click on it, it'll take you to the Discord website to be able to... Ну конечно. Хер там был. Developers. Окей. Как-то пофиг ему. Чувак, походу, забил, и, собственно, поэтому он его и сделал бесплатным. Потому что он тупо забил. To allow your account to join our server. Since this is a premium feature and you have to own Forge in order to join our Discord server. Главное, а там уже потом перейдешь на это. По кнопочкам, или у него даже главные ресурсы работают. Да, походу, реально просто тупо забил. Да, under construction, все пиздец. Но HTTPS он, конечно, повесил. Ну, HTTPS это отдельная тема. We do have it so that it joins the server automatically for you. If you don't like the permissions that it requires, such as automatic joining of servers, after you've joined our server, you can come back here and go to this remove permissions link, and you can remove Forge, the Forge developer portal from having permissions to allowing your account to join servers, and you'll be able to join and not worry about any of that, if that kind of thing Я works. не про это, So я this is говорю, the что first это place надо where you было go. заморочиться, If you чтобы purchase the его asset store, сделать. if you purchase through our Вот здесь, видишь, здесь-то нету еще SSL не подключен, то есть это он сделал после записи вот этого видео, как минимум. И забил потом. Красавчик. And you have this portal automatically. You don't have to do any extra steps. Just jump over to the profile and you're ready to go. So that's it for this video. I'm going to cover in some more basic setup and how to use Forge. Это все как бы, блин, бесполезная фигня. Все, что у нас тут записано. In this video, before we get started, I want to go over some of the various resources we have for you to kind of go through if you're brand new to Forge. So one of the cool things that we have here is to see all the changes and updates, as well as go in here and select some of these cards and follow them. So to actually join the Trello board, you can go into the Discord chat and then go to the FAQ channel, and then you'll find the invite. Вот, кстати, помнишь, мы задавались вопросом, как дать доступ без редактирования? Ну вот, видимо, как-то он заморочился, что дал доступ без редактирования к Trello, потому что он куча народу, non-team members у него. А мы тогда так и не разобрались, каким образом. Ну так потому что мы не хотели разбираться с этим. Link for the Trello board. So when you get that invite link and you go here, you can actually make cards. As you can see, other members of Forge have actually made their own cards for us to do, or bugs, or anything like that. The second thing we have is the new docs. You want to stay away from the old docs. The old docs is for the classic Forge. We just have this here for those who are using the classic Forge. Это все херня, это все он рассказывает, показывает про свой сайт, который, блин, сейчас не работает. Now we're going to get into using Forge networking, and so I've opened up Unity, a blank Unity project, nothing was in it. What I want to do is make. Дело не в документации, а в том, что чел тупо забил. So the first thing we're going to do is we're going to open up the NCW. So let's go to the NCW. We'll go to our move cube network. Версия довольно I actually want to make this cube rotate
just constantly and have that rotation sent across the network to everyone else. I'm going to add field rotation, select quaternion from the drop down and interpolate that. I'm going to save and compile, and then I'm going to jump over and open up the move cube again. In here, I'm just going to do transform.rotate. It wants our axis, so we're just going to do vector3.up, and we're going to do time.delta time times 90 degrees. So we're just going to rotate 90 degrees a second, and we're going to go to network object.rotation, which we have now, is equal to transform.rotation. So we're assigning the rotation for the network on the server to the current transform rotation, which means on the client, we're going to want to do transform.rotation is equal to network object.rotation, and that's going to be pulled back. So I'm just going to put on here, this is client code, this is server code. Cool, just a little cleanup there. Now, all we need to do is build this out, run it again, and check it out. So I'm going to go to my MultiPlayer menu. Just as a refresher, I have the MultiPlayer menu first, move cube second, run in background is on. I'm just going to build and run. So now that it's built, I'm going to play. Jump over here, press play in the editor, wait for this guy to launch up. I'm going to host. Here's my rotating moving cube. Go over here and press connect. So there we are. Now we see the rotation and the cube moving. So just like that, we're able to go and edit the network contract. Super easy, modify it, and get it up and running inside of our game. If you have any questions, please let me know. In the next one, we're going to go over remote procedure calls and how those fancy things work. Hello. Alright everybody, this is a quick video. I have Brett on the Discord, and he's recording his screen so we can see both sides, and I'm going to show you how to use the NAT hole punching on a server. The most important thing is that you need 3 different devices on 3 different networks. So you have say you're running a server inside of Unity like I am, and a client inside of Unity like Brett is, and he's over the internet. He's at his house, I'm at my house, so we're on 2 different networks. And you have one more server in the cloud somewhere else that has its ports forwarded for the NAT hole punch server that you're going to run. So here's a Linux shell here. I'm going to show you I have the NAT hole punch exe here, so I'm just going to do mono NAT hole punch and run that. You'll see it says it's hosting on this port. Now that I have it hosting, Hear the firewall. Sure. Those open the ports too. yeah, on the server, on the NAT server, the Влепили уже firewall needs to начались. be open for this port on UDP. You can open up TCP and UDP, but make sure this port is open for your NAT server. You obviously do not need to have your ports open on the client or the game host, because that's why we're using NAT hole punch. Тупиковая ветвь эволюции этот фордж. Да. Оказался. So on the canvas, I'm going to scroll down here, and you're going to see NAT server host, and it's going to have an IP address right there. You can't see mine because I'm blocking it out. I don't care. Well, actually, whatever. And you're going to see that the port for the NAT server is the same port that you saw it log inside of the console. And this is the same exact thing for the client. Brett will show you. He'll go to the canvas, and then he'll scroll down, and you'll see that the server for the NAT and the port and the host is going to be the same. So they're going to match. We have those both on the client and the server. Now all we're going to do is we're just going to fire up that NAT hole punching server on our cloud server. I'm using Ubuntu. In that case, you need to use mono to run it. If you're on a Windows cloud server, you don't need to run mono. You just need to run the executable. It'll look basically the same. And now, when I go to host my server, so I'm going to hit play. I'm gonna hit host down here, and I'm going to start hosting. I can go over here and create a couple of these little blocks here, block, block, block. And what you'll notice is, if you go back to the shell, you'll see that the host server received my IP address here, which is blocked out, and the port number, which is being hosted on, which is 15937, the default port. So now, on the client side, you'll see Brett, he'll play, he'll jump over into the IP address field, type in the IP address. It's a bunch of asterisks, obviously, because it's my IP address. And then he's going to connect. Now, when he connects, you're going to see that it spawns him in, and he can see what I'm doing, and I can see what he's doing. It's normal Forge flow. Blocks! Tons of blocks. Blocks! I do want to point out, one of the most, if you're opening up a brand new scene, something that trips people up the most is they don't turn on run in background.
go into your Unity settings and turn on run in background, otherwise it's not going to work because the process has to be running in the background because it's multi-threaded. So that's about it. If you have any questions, just send them into the Discord and everybody will help out and answer them, and hopefully this answers some questions. And if there's anything that we didn't cover, we'll just... Вот такой вариант. Unet сервер и MySQL с клиентами. Пока ты его не скачаешь, пока ты не попросишь ничего не сделать, ты не узнаешь, есть помощь, Да понятно. А вообще лучше сразу зайди на сайт, где есть уроки, и посмотри, что там творится. Кстати, мысль, да. А то небось опять забили. Full screen на Y-Label, да вы чё? Что там? Сервер старт, FPS, включай, ой, сколько всего кнопок-то понажимать там надо. Но Unity у него старая. Character not created. Лео Смирнов. Ну понятно. Два видосика на канале. Значит, на 3,5 минуты. Login password, verification of the use account. Character data. Но, кстати, по функциям вроде близко. Can create new free game room and room password. Can set maximum players in the room. Tracking the movement of the character. Установление пароля. 3 типа врагов. Респаун. Топ-лист. Player data updated. Player has left game.
Rank System, Physical Items. Синхронизированный с клиентом. Это, кстати, близко. Support Server, Batch Mode, Configure Server, Batch Mode. Регистрация, создание персонажа. Привет, систем. Спасибо. Список созданных комнат. Connect to created room and create new. Shelter selection screen. Ну, в принципе, так-то по описанию довольно близко к нашему промежуточному варианту. И вот такая еще штука есть. Логин Pro. Логин систем с профессиональной защитой и кучей великолепных штук. Устанавливается за минуты. Ваша игра и ваши игроки полностью безопасны против любого хакинга. Все автоматизировано и устанавливается прямо из коробки. Friend list, game server hosting joining, chat messages. Ну да, за 25 баксов, однако. Ну-ка, давай посмотрим. Столько всего добра. Геймвар. Ну, смотри, хоть с UI-кой заморочился чел. Красиво сделал все. Там тоже красиво сделано. Кто? Где? Кто? Forge. Ну, Forge там простенько все. Совсем. Все равно красиво. Ну, красивый, скажем, минимализм. Здесь как бы вот он реально так подзаморочился. Да в Forge там несколько окошек. Чего? Минимализм — это самое то. Ну, в разумных пределах. Easily send game data to server, data automatically encrypted, another data user score. Вот этот интереснее, чем предыдущий. Он хотя бы выглядит так полноценнее. Welcome to hell, my friend. Ачивменты всякие прикольные. Report abuse, аккаунт. Скриншот. Репортик отправляется. Привет, Алекс. Привет, привет. Админ аккаунт. И с ролями еще. Тоже прикольно. Администрирование. Ну, кстати, это довольно насыщенная система. Прямо целая.
Главный вопрос в том, работает ли Ну, это понятно. и есть ли по ней уроки. Это мы сейчас проверим. Бан, анбан. Бан. Резус. Новости, кстати. Микрофон громче, не знаю даже. У меня на максимуме все. Я просто тихо говорю. А надрываться как-то не очень хочется. Тем более там спят все уже практически. Могу его поближе подвинуть. Ну, это довольно интересно, кстати. RUB Я Eagle. просто предложил бы на телефоне сделать громкость побольше. Но он говорит, что на максимум включен. А тут всего 2 видео, смотри. То есть он записал 2 видео. Installation, Presentation. И тоже год назад. Чё за нафиг? I work for more project. I wanna know if this asset I can see friend, list player connected and disconnected in real time, бла-бла-бла. Так, репли. Yes, you can see friends, codec in real time and send request to add new ones. Так, а это кто такой? Хьюго Банана. Хьюго Банана. Так, кто такой человек? Like it videos. Очень странный тип. Плейлист у него один. Понятно. А что он тут отвечает тогда на вопросы? Так, watch me first. Нет, ну, если человек отвечает на вопрос, это обозначает определенный, подразумевает определенный уровень компетентности в том, на что он... На вопрос отвечаю. Ну, так ты компетентен, поэтому ты и отвечаешь. То есть это значит, что человек либо имеет отношение к разработке, либо использовал то, о чем речь. Но это вообще не означает, что у него это должно быть где-то отмечено. Ну, согласен. И это большое горе. Тут еще и француз. Кстати, это может быть он и есть. Вот этот разраб. Тот тоже француз. Все может быть. А это было бы слишком странным совпадением. Почему? Ну, так. 2 француза прям в одном месте. Ну, во Франции вообще десятки, сотни тысяч. Так почему на одном канале не может быть 2? Ну да. Редаликс, а мне не интересует традиционный способ. Я хочу революцию замутить в игроделе. Поэтому мне просто так неинтересно этим заниматься. Я занимаюсь, потому что я хочу сделать так, как я вижу. Я как бы денег зарабатываю немножко другими вещами, поэтому сколько времени займет развитие игры, это вторичный вопрос для меня. И сколько времени пройдет до того, как она начнет монетизироваться нормально. Выглядит все довольно неплохо, конечно. Видео upload files. Ну, выглядит оно, может, неплохо, но судя по тому, что я вижу, это еще геморрой. Ну, а как без геморроя-то? Ну, геморрой, роза.
Или точнее, лучше уж головная боль, чем геморрой. Ага. Кому будет обидно вопрос? Будет обидно тем, кто не будет играть, потому что они не заработают денег на этом. А нам нормально. Player Prefs. Это, конечно, прикольно. Все. Но не в тему. Я вот вообще пишу игру, в которую вообще никто не будет играть. Чё? Я пишу игру, в которую вообще никто не будет играть. Ты будешь темными вечерами. Ну, я это разработчик. Ага. А кроме меня никто. Ну мне скинешь, я поиграю. Так ты же вроде такой не очень. Ну, чтобы понять, что не очень, надо поиграть. Банальная меха. Банальное что? Меха. Это что? Робота. Ну, робот это роботы, понятно. Роботы роботам рознь. Вот, тут саппорт, блин, 3 года назад. Ну, конечно, 2 года назад. Чё они все дохлые такие, а? Давай-ка мы вот сделаем так. Скрипты. И добавим сюда. И где оно? Логин про, конечно, вроде ничего. И эту штуку тоже мы добавим. Логин систем, регистр. ММО. Ну, кстати, а что вообще есть по ММО тематике здесь? ММО аккаунт. Character System. ММО РПГ камера и контроллер. ММО чат. ММО стартер кит. ММО РПГ. А, это и региональные элементы. Ну-ка. Hello everyone, I would like to make short video about MMO starter kit. This is a new unit. Давай, жги. The new Unity asset, and it has an interesting idea how to improve development pipeline for MMO games. The main feature of this asset is that you will have one scene for server and client. So you will make a build for both from the one single scene, and build where client and server will be active. So I will show you what happens if I push run button. Чувак с русским акцентом прямо там. Так, серьезно у него акцент. Okay. So first of all, there is a cylinder is actually server object, and the character here is the client object, and it runs inside one scene inside the editor, so you can easily could pause the game, go and do some changes on your server or client object and continue. It's give you very good chance to like play around it. This client only, Может, где-то что-то удалил лишнего. and server only components, so you just have to put plus one feature here В is общем, это какая-то неинтересная штука.
ММО. Юайки. Ультимейт мой победит. А это я видел. Эту штуку. Тоже, блин, это вообще еще 2014 года. Херотень. Да что такое? Гуи. Фэнтези. Вилли. А, понятно это. ММО. Ну, если крашится после переустановки, значит и с железом какая-то проблема. Сервер Local Authority, Automatic Animation Sync, Mechanical Legacy, Hosting On-Premise, Hosting as Servers. Так, вот это интересно. О, тут прям обновление январское вышло. Это прям тема. И, кстати, интересно, в феврале 14-го релиз был, то есть 4 года развивается эта штука. Это, кстати, действительно интересно. Давайте глянем. Давай жди. Хера, он там видео записал на час просто. Вот, это, кстати, на Юнете. Ник. Неужели счастье близко? Ник, давай демотивируй. Ты должен. Я верю в тебя. Куда там отошел, что ли, куда-то, да? And the older version of UMO, which you are also purchasing if you're purchasing the latest version, but the older version was using Unity's legacy networking layer. And so with the new one, we got a couple of changes, but most of all. О, у него туториал прямо из 4 частей тут. Look and feel, and a lot of the features who were really working, who were really also working for our clients very well and with a lot of praise. So. Так это вот та Ultimate MMO как раз его. Вот этот хрен как раз здесь. ММО за 10 секунд. Вот то, и чё? Чё там у меня спрашивают? Да уже не актуально. Hello everyone, my name is Michael at michaelstutorials.com, and in this video I'm going to show you a bit more in-depth to do with UMMO, the UMMO net. Find a simple scene, a Unity project example, I believe, the Viking demo, and if we take a look, you will see the options for the UMMO net object. And I just want to go over a little bit of what, for now you might... Так, ладно. Пошли в ЛМС. Сейчас еще поковыряем, посмотрим, что есть интересно. Amazing, fantastic is the best.
Нет, просто я на сегодня уставший со своим проектом, поэтому я на сегодня закончил, мне скучно, и либо ЛМС, либо спать. Ну, чайку пока налей. Ну вот я за чаем сходил. Ну только мне тоже надо еще за чаем сходить. Вот эта штука у меня даже записана в закладке. Давай сейчас вот эту рассмотрим. Рам-пам-пам, фиачурис. Match most stable authoritative movement. О, клиент-сайт prediction, вся фигня такая, все что есть. Relational. Ха-ха-ха. Что это, бля? Это сделано на этой штуке. VR, ММО. Смешанный. 26 рублей. Такая дорогая игра. Ну там что, он островок такой, причем сделанный на коленке. И под VR это все просто адаптировано. Так. Так. Вудл 3. Такая вот еще есть. На этой штуке. Прямо, блин. Супер игры. 24 рубля. Добро пожаловать в мир самых дорогих игр. Hidden Forest VR, MMO. Самое большое, что там соневские игры стоят дороже. Ага. В Steam. Ну да, так соневские. На первую сотку. Не, ну это просто даже не игра, а как VR просто, я не знаю даже как это охарактеризовать. Там фактически делать-то нечего. Ходишь там по сторонам, смотришь, все. Собственно, за что там больше платить? Скидка 10%. Было 29 рублей, стало 26. Успейте купить. Инди-симулятор постижения дзена. Является сиквелом Heaven Island. Это вот, который мы первый видели. То есть, это, блин, прям целая серия игр. Однако. Игр большими буквами. Нет, вот у этого явное преимущество, что оно прямо вот актуально. Что недавно было обновление, что чуваки на связи и так далее. Блин, такое описание забабахал. Мне бы лень было писать столько в описании. Амазинг. Ох. Ладно, в общем. Надо думать.
что брать за основу. Вот эти три, я думаю, мы в следующий раз рассмотрим. И подумаем, как нам с этим жить. А пока что всем спокойной ночи. Лайк, подписка, новые в курсе, да? И до следующего стрима. Всем пока.